Всем привет, друзья! Мы сегодня хотим рассказать вам такую важную тему, как поступление в школе Еревана. Вот. Мы сегодня начали утро с посещения разных школ, да, Димочка? Очень для нас, конечно, было волнительно, вот. Но все увенчалось успехом. Вот. Вариантов, конечно, сейчас немного, потому что сейчас очень большой поток приезжих, вот. Поэтому нужно походить ножками, посмотреть. Может быть, даже вы не попадете в свой район, но все реально. В общем, сейчас мы доберемся с солнечного места, сейчас за нами такси приедет, и все вам расскажем. Димасик, тебе страшно было? Ну, было немножко, да. Ты переживательно, да? Потому что, Ну, могли не взять просто. да, потому что школы переполнены. Мы же идем в армянскую школу, в русский сектор, а сейчас и армяне возвращаются из России домой в Армению, и русские приезжают, и поэтому тут не то, что директора не хотят брать, а просто нет мест, да? Поэтому было волнительно, потому что школа, в которой мы сейчас стоим, это школа 132, вот, на Арама Хачатуряна. Деток взяли туда. Вот мы пойдем уже послезавтра на замеры футболок стилизованных. Вот. Все будем рассказывать постепенно. Сегодня расскажем вам о том, какие документы нужны. Вот. Ну и, конечно, лучше брать с собой деток. В общем, все подробно расскажем. Баравзес. Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня такая интересная тема, которая многих интересует, многие спрашивают. Это оформление детей в школу. Вот. Мы сегодня прошли этот квест, да, Дим? Да. У нас сегодня было такое непростое, эмоционально напряженное утро, по крайней мере, у меня. Ну, у всех, я думаю, как бы все волновались. Вот. Волнительно было. Как я говорила в прошлых видео, что мы бы хотели, чтобы наши дети пошли в 77-ю школу. Она ближе всего к нам располагается, буквально в 900 метрах от нашего дома. Плюс у нас наша подписчица, ее сын учился в этой школе, и она нам тоже ее как бы так расхвалила, охарактеризовала как хорошую школу. К нам близко здесь, вообще прям совсем близко, 128-я школа Льва Толстого, но она чисто с армянским сектором. Мы, к сожалению, пока туда не можем пойти, потому что деткам будет очень сложно. Мы искали именно армянскую школу, но с русским сектором, чтобы интегрировать детей постепенно, чтобы они могли понимать, что им говорят. Хотя, конечно, мы понимаем, что будут предметы такие, как история Армении, литература Армении, армянский, конечно, язык, все это на армянском языке. Но вот в 77-й школе нам говорили, что как бы классы небольшие, что там именно русский сектор, он русский сектор, что как бы учителя по-русски хорошо говорят. Ну, в общем, у нас не получилось в 77-ю школу, к сожалению. Мы с нее начали. Мы сначала вчера пошли туда, нам сказали, что приходите завтра. Мы сегодня пришли, прям самые первые были. За нами уже выстроилась очередь. Мы туда пришли. Я звонила в эту школу еще в апреле, находясь в России. Нам сказали, что сейчас мы вам ничего сказать не можем. Приходите в середине августа. Я сначала подумала, что меня вежливо сказали, что извините, вы нам не подходите. Но потом, когда я приехала в Армению, я поняла, что в принципе здесь электронная система уже такая, и у них ясность по местам появляется в середине августа. Ну и мы сегодня вот пришли. Она сказала, что мест нет, что вы понимаете, что сейчас большой поток людей приезжает и армян из России, из России русских, да, соответственно, по понятным причинам. Ну и никуда не делись также и ученики, которые уже были, то есть классы не пустеют, в классах люди не отказываются от своих мест. Вот. Ну и просто она как бы нас не может взять. Я, конечно, очень расстроилась. Мы пошли в 147-ю школу, она еще на километр дальше от нашего дома. Мы пришли туда, нам на входе сказала женщина, которая работает, что, не знаю, можете подождать, но, по-моему, мест нет. Да, мы дождались, познакомились, пока стояли там с девушкой, она тоже пришла подавать документы, но у нее уже один из детей учится в 147-й школе. Она говорит, давайте подождем. Мы дождались секретаря, я пришла к секретарю, говорю, 5-9 класс, она говорит, что сейчас вам сказать ничего не могу, классы переполнены, может быть, ситуация изменится, приходите 24 августа. Ну а так как мы когда прилетели в Ереван,
Вот. Мы в 77-ю школу писали, мы отправляли туда характеристики. Это на минуточку, что наши дети с похвальными листами вообще, и учатся они очень хорошо. Но это вообще никак не влияет на то, чтобы зачислиться, потому что мы пока еще не интегрировались, потому что мы пока еще не армяне. Мы хотим и стремимся к этому, но пока, конечно, приоритет идет на армянских детей. Их и так много, плюс армяне возвращаются домой в Армению. Вот, и поэтому, конечно, вот такая ситуация непростая с классами. Когда мы прилетели, мы пошли в 132-ю школу. Угу. Пришли туда, там такой хороший мужчина был, как бы то ли зам директора, Зауч, да. то ли как зауч, да. Мы пришли и говорим, Он говорит, а что вы документы-то не принесли еще? Мы говорим, нет, а что? Сейчас бы принесли бы уже, сейчас бы и взял бы сразу. Ну, а я ему задаю вопрос, говорю, как так? Мы звонили из России в 77-ю школу. Мы честно говорим, нам сказали, что мы вам ничего сказать не можем, приходить в середине августа. Не получится, говорю, ли так, что мы придем? Он говорит, приходите тогда в середине августа. Я говорю, не получится ли так, что мы придем в середине августа, и нам скажут, извините, мест нет. Он говорит, не переживайте, все будет хорошо. То есть у нас уже как бы было такое спокойствие, что хоть в какой-то школе нас возьмут, наших детей. Вот. И получилось так, что в 132-ю школу мы пошли. Вот. Мы пошли туда, тоже там в коридоре было столько народу. Вот. Я, если честно, очень сильно волновалась после тех 2 отказов в школах. Вот. Но директор там сегодня была женщина, она приняла нас, сказала, взяли ли вы документы, я говорю, да. Вот вам говорю, всем, кто спрашивал, что нужно. Во-первых, сейчас, конечно, определиться с районом, нужно определиться со школой, я так понимаю. Если вы только сейчас собираетесь переезжать, вам нужно определиться со школой, снять посуточно квартиру, потом в этом районе, в котором вы рассматриваете, пойти в школу и вообще посмотреть, есть ли места, потому что к этому уже привязываться, чтобы не получилось, что вы будете жить там в Канакер-Зейтуне, а школа у вас будет где-нибудь в Нор-Норке. Детям будет максимально некомфортно добираться, поэтому ориентируйтесь все равно на школу детей, на секции, чтобы вам было удобно добираться, поэтому снимите посуточно, походите ногами в разные школы, где русские секторы. Чат GPT вам в помощь, да? Да, очень удобно. Загуглили, какие школы есть именно с русским сектором. И прошлись туда с детьми желательно, потому что, возможно, понадобится собеседование у директора. В 132-й школе они просто стояли, поздоровались и стояли. Она, по крайней мере, увидела, каких детей она принимает. Это всегда плюс, чем когда вы просто сами пойдете. И когда пойдете, берите с собой документы. Значит, это ваш паспорт, но лучше возьмите перевод и нотариально заверенный. Но у меня сегодня попросили просто ксерокопию паспорта. То есть ксерокопия паспорта должна быть у вас обязательно. На всякий случай возьмите нотариальный перевод. Также свидетельство о рождении детей, переведенные и нотариально заверенные, тоже их ксерокопии. Обязательно ССН. Этот документ, мы ранее говорили, если вы не смотрели наши выпуски, посмотрите, пожалуйста. На него нужно заранее записаться, потому что без записи вы будете очень долго ждать этот ССН, а без ССН вас никто в государственную школу не возьмет. Если, конечно, вы располагаете приличной суммой денег, чтобы снимать квартиру, оплачивать частную школу, то это очень хорошо. Потому что цены на все, на жилье, и, соответственно, на частную школу будет немаленькая. Если вы хотите пойти, как мы, по простому пути в государственную школу, мы это еще рассматриваем, чтобы дети быстрее научились разговаривать на армянском. Да, очень будет удобно, очень хорошо это будет влиять. Если у тебя вокруг, твоя среда, твоя сфера, они все разговаривают на армянском языке, то и ты, соответственно, тоже заговоришь потом. Угу. И дети как-то быстрее все равно запоминают. Им легче, конечно, проще. Конечно. Поэтому обратите на это внимание, что вы хотите. То есть документы, которые я перечислила. Паспорт. Мы первый раз, когда шли в 132-ю школу, мы перевели паспорта детей заграничные и сделали нотариальный перевод. А он нам сказал, а свидетельство о рождении вы переводили? Я говорю, нет. Но мы подумали, что по паспорту. Он говорит, нет, нужны свидетельства о рождении. Но мы все равно перевели паспорта еще, но они все равно понадобятся вам при оформлении ССН. В общем, когда идете в школу, лучше возьмите все документы и все ксерокопии документов. Потому что я сегодня пошла с документами, а ксерокопии я не взяла. И поэтому, соответственно, мне придется идти, мне сказали, приходите 20 числа. 20 числа, послезавтра, я пойду с детьми, пойду с ксерокопиями этих документов, которые я перечислила.
Там еще будут какие-то замеры футболок. Говорят, что у них это какая-то там одежда. Ну, хотя вот я спрашивала у родителей детей, которые в других школах. Нам говорят, все проще, все намного проще, потому что мы учились в Комсомольске-на-Амуре вроде как в обычной общеобразовательной школе. Но у нас все равно, если не тот тон рубашки, то тебе сделают замечание. Футболка должна быть чисто белая, без всяких логотипов. Поэтому здесь не так. Здесь говорят, что нету такой прям жесткой формы. Вот, возможно, конечно, как бы зависит от школы. Вот 132 нам сказали, что приходите, будем замерять вот эти белые, как бы такие полуфутболки с номером 132 школы. Но вот пока мы стояли в 77-ю на собеседовании, с нами был наш друг Богдан, который там закончил эту школу отлично. Он сказал, говорит, что сменка не требуется. То есть, как бы тоже, что в школу ты приходишь, сменка не нужна. В общем, много чего еще нам предстоит узнать, но пока вот то, что мы узнали, это что обязательно вам нужно, когда вы прилетите, походить ножками по школам, узнать, где есть места. Сразу лучше идите с документами, потому что уже сейчас середина августа, и поэтому уже-то мест нет. Да. А ближе к сентябрю, я думаю, будет ситуация еще сложнее. Поэтому начните со школы, если вы хотите именно в государственную. Если, конечно, вы, может быть, на семейном обучении, на удаленке, или если вы в частной школе, то, я думаю, таких сложностей не будет. Если в государственную, то вот с этого начните и подготовьте все документы. Если вы не получили еще ССН, обязательно запишитесь. Если вы еще не прописались, обязательно запишитесь через сайт Migration.gov. Выберите, что вам нужно. Если у вас будет ССН, то это выдача госномера, там выбирается раздел. Если у вас регистрация, то это последний пункт в услугах, тоже регистрация. Можете также посмотреть наши прошлые видео, подробно мы там все рассказываем. Вот, но у нас этот квест пройден, документы наши 20 числа примут, слава богу. Вот, так что все у нас хорошо. Этот вопрос мы закрыли. Дети тоже очень сильно переживали. Вот, спасибо вам большое, что вы смотрите наши видео, что вы ждете нас, что пишете свои вопросы, чтобы мы знали, что вам интересно. Вот сейчас мы ждем, у нас запись на временную прописку на 24 сентября, представляете? Потому что наш адрес расположен как бы, получается, в центре, и мы относимся к району Арабкир и этот район Кентрон, у них один паспортный стол, и туда дольше всех ждать талоны. Вот мы не знали, что нужно временно, чтобы записаться, ну, что нужна запись на временную прописку, и поэтому мы сейчас будем ждать 24 сентября. После этого я хочу, чтобы мы пошли прикрепились к поликлинике. То есть мы тоже будем это рассказывать вам, потому что, слава богу, что мы не болеем, что мы здоровы. Но это тоже такая немаловажная часть. Вот. И какие-то у вас будут еще вопросы, вы нам обязательно пишите. Мы всегда на связи. Прикрепляем наш телеграм-канал, наш инстаграм. Вот, пишите, не стесняйтесь. Да? Да. Любые вопросы мы, что знаем, подскажем, все, поможем без проблем. Вот. Мы стараемся отвечать быстро, но если вдруг мы не ответили ежесекундно, вы нас простите, потому что тоже как бы, не всегда видим сразу, потому что тоже быт, сами понимаете, мы уже как бы тут даже прям, уж как такие деловые стали. Это каждый день там, да, куча дел столько. Ну да, то одно, то другое. Вот сегодня утром очень рано встали, пошли, вот считай, в 3 школы, и до обеда у нас заняло. Вот. Потом у нас сегодня было тоже это... Поделимся, давай поделимся. Это же наши друзья. Мы сегодня уже ходили на собеседование в волонтерский АВК. Да. Вот. Было сначала в 11 часов у мужа собеседование, в 12 часов у меня. Вот. Так что мы уже ждем. Нам сказали, что пришлют еще какую-то форму, да. Если нас берут. Будут еще рассматривать где-то неделю, если нас берут. Если нас берут, то мы еще раз идем на собеседование уже с директором. И нам уже предлагают несколько вариантов, и мы их обдумываем. Нас никто не торопит, мы их обдумываем, договариваемся на дату, когда мы приходим, и даем им там этот ответ, и все, и приступаем. Это как мне объяснили. Понятно. Вот, мне сказали, да, что будут давать варианты, я это тоже поняла. Но что на собеседовании с директором я не поняла. То есть еще на собеседовании с директором, да? Может, я неправильно понял. Как мне сказали, что пришлют на электронную почту какую-то форму, нужно будет ее заполнить. После этого в течение месяца с нами будет куратор на связи, будут предлагать нам варианты из того, что вот с чем мы можем в какой сфере мы можем потрудиться для Армении, принести пользу. Но мне понравилось, что также просят
что бы мы хотели получить от этого. То есть, вот, например, если мне интересна сфера общения с людьми, там, игра с детьми, там, да, какие-то видео штуки, вот монтаж, то меня спросили, и как бы я говорю, я бы вот в этом хотела развиваться. Они говорят, мы учтем ваши пожелания и скинем вам варианты по вашему пожеланию. Вот. Мне это очень понравилось. Так что вообще нам там очень понравилось. Там еще есть такая вещь, как Репат Армения. Кстати, на них уже подписано, наверное, полгода. И нам предложили изучение армянского языка. Тоже мы там будем подавать заявку, потому что мы сейчас занимаемся, учим, но нам хочется больше. Мы сейчас занимаемся раз в неделю, да, ну, потому что как бы тоже было много задач, мы хотим вот еще там тоже, если получится, то чтобы у нас несколько было учителей, а задачимся, будем решать эти задания. У нас на эту неделю столько слов нам задали, я даже не представляю, как я буду сейчас это все учить, как ты это будешь все учить, да? Ты представляешь? Да, еще надо обед приготовить сейчас и учить. Ну да. Еще же такие бытовые моменты тоже надо и убраться, и в общем, уроки сделать. В общем, как у всех. У нас так же, как у вас. Да. Мы стараемся не прогуливать. Вот вчера мы прогулялись видео. Вы нас простите, пожалуйста. Просто хочется интересные темы озвучивать. Вообще, вам интересно просто, если будем мы просто снимать нашу жизнь? Ну, вот просто как вот. Ну, тебе напишут, конечно, да. Ну, вот, в общем, напишите нам, что вам интересно. Потому что вчера вот, ну, как бы таких особых, как мне кажется, каких-то вещей. Ну что, пошли в магазин, пошли туда. Если вам это интересно, мы будем это снимать. Вот. Но нам важно ваше мнение, и пишите ваши вопросы, если что. Вот. Спасибо за ваши подписки, которые увеличиваются с каждым днем. Это очень ценно, за ваши добрые слова поддержки. Сегодня опять мы встретили нашу подписчицу, да, человека, который наблюдает за нами, за нашей жизнью. Так было приятно. Мы сначала прошли, и нам говорят «Здравствуйте». Я сначала не поняла, услышала как бы «Здравствуйте». И думаю, кому это, кто поворачивается, она улыбается и говорит: «Я вас узнала по голосу». Так приятно. Вот, так что передаем привет вам. Спасибо большое, что вы нас окликнули, что мы познакомились. Вот, и подсказала нам женщина, где сыр покупать лучше, в какие магазины ходить. Вот все ваши комментарии, все ваши сообщения при личных встречах, просто не все любят публичности, не все разрешают себя снимать. Мы все это бережем у себя в сердце, все учитываем. Это для нас очень-очень важно. Спасибо вам большое за вашу поддержку. И мы вот уже почти месяц в Армении, 23 числа будет. Я могу сказать, что я еще ни разу, даже вот несмотря на то, что не все легко, да, есть, конечно, какие-то сложности, ну, в плане того, что сложности даже в том, чтобы пойти вот оформить детей в школу, да, но все равно это как бы так стрессово, если честно, потому что, ну, как бы ты находишься пока еще, ты не гражданин этой страны. И я очень благодарна вообще Министерству образования Армении за то, что они принимают нас. Не так, что вот, например, сегодня был такой момент, мы стояли в очередь, и стояли мы там что-то, ну, то есть как бы вторыми, например, и после нас приходят граждане Армении со своими документами, вот, подходят к секретарю, я прям это вижу, что они просят, чтобы их пропустили вперед. А секретарь отвечает, что вот очередь, занимайте. Так это почему? Это потому что демократия, вот почему. Ну, это было очень приятно, потому что, ну, не было такого, что вы подождите, сейчас мы вот своих примем, а потом, как бы, если останутся места, то пойдете вы. Такого не было. Просто в тех школах, возможно. Кстати, в 147-й нам не отказали. Она даже была, вот эта секретарь, я просто без тебя заходила, ты ждал меня в коридоре. Она вообще как бы сказала, что если будут, вот позвоните 24-го, мы как бы сейчас просто не можем вам сказать, просто мы не знаем. Вот 24-го откроется там какой-то портал у них, плюс еще вот подтверждение по вот тем студентам, ученикам, которые есть, и мы вам точно уже скажем. То есть не было такого, что это, не, идите. Нет, такого не было. Вот. Единственное, что вот в 77-й, ну, видать, она прям крутая школа. Я наслышана, что там по 2 года люди ждут, ну, места. Вот. Ну, хорошо. Ну, вот, значит, это не наше. Я как бы сначала расстроилась, потом успокоилась и думаю, значит, так надо. Воспринимаем все наши вообще жизненные моменты, что съем квартиры, что там какие-то наши организационные моменты, да? Надо сделать, ну, вообще просто так, чтобы 77-я вообще сказала потом,
жаль, что эти ребята учились не у меня. Вот так вот надо сделать. Да, надо, чтобы они проявили себя, да, в том Да. месте, в которое они пойдут. Потому что вот они раньше учились в школе, вот, и имели очень хорошую, ну, отличную успеваемость, Учебу, да. занимали, ну, места первые на олимпиадах, вот, на город выходили и за город выступали, и За тоже свою первое школу. место, да. Ну, то есть, как бы, я думаю, они много потеряли. Но нам сказали, что вы понимаете, что что ваши дети не будут отличниками в нашей школе. Да нам и не надо, чтобы они были отличниками, надо просто, чтобы они учились и... Ну, потому что я когда, я это как бы, когда преподнесла так, что вы понимаете, что вот эти ученики, они же как, если бы они были троечники, значит, это люди, которые не нацелены на учебу. Им, в принципе, все равно, где географически сидеть, в Армении или в России, или там где-нибудь еще, они просто просиживают время. Им вообще все Ну, равно в смысле, я тоже троечник был. Ну, ладно, ладно. Чего я там просиживал время? Не любил я чё? просто учиться. Ну вот, не любил. А они любят, Они им любят. нравится. То есть они замотивированы, им интересно ходить. И поэтому я думала, это как, ну, такое, как преподнести такое, что вот наши дети такие, а она меня раз так опустила, что типа, ну и что? Вы же Ну. понимаете, что ваши дети здесь не будут так учиться. Но, если честно, я верю, что наши дети будут стараться. Вот это я 100%, ну, даю гарантию. То есть я знаю, я уверена, что они пойдут и будут проявлять себя, будут стараться. Да, у них, может быть, не с первого дня получится там на армянском разговаривать, не с первого дня они начнут, может быть, 5 по истории Армении получать, но я уверена, что они целеустремленные, есть в кого. Поэтому я верю, что все получится. Ну и будем, конечно, стараться, чтобы они себя проявляли, Да. чтобы все получилось. Верю, конечно. Все, что от нас зависящее с нашей стороны, мы, конечно, будем делать. Будем помогать. Сейчас будем прокладывать маршрут, потому что, ну, от нас как бы далеко туда все равно ходить. Может быть, подскажете вот от проспекта Затутяна, какой автобус напрямую ходит до 132-й школы? Хотя нам вот этот мужчина на собеседовании на первом сказал, что не рассчитывайте на автобус. Всякое бывает. Ну, как бы, что может приехать позже, чтобы дети не опаздывали в школу. Ну, или пробка сейчас, потому что, ну, говорят, что сентябрь, Будет октябрь вообще- это будет, да, потому что очень много машин. Их уже много. Я слышал, что дороги Еревана, вот, они уже в 4 раза больше перегружены. Ну, то есть в 2 раза это уже край, а они в 4 раза. Вот, ну, поэтому дальше, наверное, будет больше, там, ну, сентябрь, октябрь. Надо пережить вот эти сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Но Что будет, мы не знаем даже, да, вообще в мире, Да, в стране, вообще не знаем. Армения расстраивается очень сильно, и поэтому я думаю, что и дороги будут еще делаться, ну, какие-то еще там, ну, как бы дополнительные прокладываться. Вот, ну, как бы все решаемо, все будет. Самое главное, что она развивается успешно, вот, и стремительно. И это самое главное. Так что Да. Надеюсь, что всем хватит мест в школе. Мы желаем вам максимального устройства, чтобы все было хорошо, чтобы всем всего хватило. Вот. Мира в сердце, самое главное, радости. Вот. Вы нас уж простите, я вот видите, сегодня в этом эфире вообще стараюсь не смеяться. Вот. Просто, когда есть радость в сердце, ты не можешь как бы, ну, не проявлять ее, да, потому что мы живые люди. И поэтому вот, в принципе, я старалась всегда быть позитивной, но когда переехали вот в эту страну, без лишней скромности скажу, что радость увеличилась в XX эквиваленте. Поэтому мы просто ведем себя естественно, мы просто радуемся, и поэтому, может быть, вам кажется, что иногда много смеха, но это просто исходит, поверьте, из глубины сердца. это просто вы на нее не обижаетесь. Вы, если вы просто знали ее мужа, вот где вся проблема. Вот. Она-то сама-то, может быть, и... Да? Ну и слава Богу, что это Бог дал мне мужа такого, что мы друг друга понимаем. Веселимся, в общем. Веселимся, Он да. меня веселит, я его веселю. Как там сказал один наш общий знакомый, мы нашли друг друга. Да. Вот. Хорошо, когда люди находят друг друга, когда находят человека, который тебя понимает. Это вообще очень хорошо. В общем, мы поржать любим, вот, это нормально, мы считаем. Вот. Если, ну, кому-то не нравится, мы как Можете бы... просто пролистнуть. Но спасибо всем, кто остается и кто смотрит наши передачи. Вот. Спасибо вам огромное. Все, пошли мы готовить еду. Мы пришли, у нас тут еще все в пакетах, все наставлено. Мы сначала, я говорю, давай сначала снимем
ответ на вопрос, который интересует многих людей. Да, да, люди пишут, да, это Потому важно. что, да, потом опять осуетимся и забудем. Вот, спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии. Ждем от вас вопросов. Паша Львины в Армении и главный студент. Выключай камеру. Все, всем пока-пока.